Ребята, всем привет! Сегодня у нас очень интересное видео. Будем распаковывать 3 вот этих коробочки и удивляться. Потому что в одной из них находится просто безумная вещуга. Каждый самодельщик мечтает о той вещи, которая находится внутри. Недавно я был в гостях у своего друга Дмитрия. Вот здесь баллон с концентрированной магией. Вот 300 бар магии, смотрите. Можно, конечно, зажмуриться и 400 набить, но дюже стрёмно. Скоро будем тестить. А говорят, Керхер не дает 100 атмосфер. Видишь, дает. Я, слушай, вот пока не посмотрю вживую, мне казалось, он больше. Это все слишком чистое здесь. Ну, помыли. После велика-то мне не страшно ничего. Ты заранее не говори. Все, дерево оторвало. Было очень весело, оставлю ссылочку в описании. Кому интересно, можете посмотреть, как это было. Так вот, в том видео, если вы могли заметить, Дима нам на канал, нам с вами, ребята, на канал задарил фрезерный ЧПУ станок 5-осевой. Это просто жесть какая-то. Дима вообще, ребята, пару раз уже предлагал завод мне построить, представляете? Что-то такое большое на больших площадях, ангар какой-то, оборудовать все это дело, чтобы можно было заниматься по-взрослому, делать уже в том числе и для людей полезные вещи, а не только для YouTube. Так что какие-то такие новости. Конечно, это все интересно и очень заманчивое предложение, но я пока не готов к таким кардинальным изменениям и решениям в моей жизни. А так, Дима говорит, вообще без проблем, давай сделаем. Представляете? Ну а там посмотрим, друзья. Все-таки надо расти. Ну а пока давайте посмотрим, что в этих коробочках. Вот эту, наверное, оставим на потом. На середину или в конец. Вот это точно возьмет. Так, ребят, это у нас частотник. Тоже в презент нам на канал. Сами понимаете, эта штуковина, ну, просто мега полезная. Все частотники, которые мне дарили, все задействованы. О, это какие-то насосы, что ли? Это насосы. Маленькие. Ну, это хорошо. Это для одного из наших проектов с Димой подойдет. Это я понял, что такое. Здесь 2 коробочки с магнитами. Что-то Дима все магниты, что у него были, отправил. Ой, они даже как-то никак не прилепляются. Видите, какие маленькие. Это я когда был в гостях, ребят. Дима мне там понакидал интересных вещей. Там матерчатая изолента. Я такую видел, когда занимался ремонтом автомобилей. Audi там и прочих. Получается такой мягкий, приятный провод. Это никелевая лента. Мне как-то Алексей такую присылал. Кстати, она вся ушла в дело. Сделал пару батарей. Батареи в наше время нужны, ребят, никак без них. Вот недавно, после краша самолета и из-за краша самолета, я затарился вот такими батами. Они были просто сварены через никелевую ленту. Ну а дальше я их уже в термоусадку заложил. Все они на 6,6 вольта. Только здесь 7000 миллиампер, а здесь 3,5 в каждой из этих. Они могут работать по холоду. Сейчас как раз похолодало, литий-полимерки не работают, буду пользоваться вот этими. Ну, несколько плат защиты и зарядки литий-ионных батарей. Вот они тут разные. Посмотрим быстренько вторую посылочку. Она что-то потяжелее как-то. И уже перейдем к станочку. Так, а это компрессор. Это тоже для одного проекта. Эта коробочка быстро распаковалась. Кстати, эти все проекты я, скорее всего, тоже буду показывать на канале. Они весьма интересные. Так, ребята. Открываем этого зверя. Вроде бы верх не перепутал. Так, ну, это какой-то фильтр. Это, ребят, угадайте, что это, кто знает. Мало кто знает. Какие-то ключики. Видно, шли в комплекте со станочком. Далее у нас тут какие-то провода. Кронштейн.
Так, еще один. Это редуктор настройки давления. Станочек, кажись, работает от воздуха. Но это не точно. Ну, кажется. Мелочевочка высыпалась. Надо собрать аккуратненько. Штифтики там и прочее, прочее. И потихонечку доставать. Не просто его распаковать, если честно. Но мы это сделаем. Какая-то роскошь. Лютая роскошь. Да, все-таки стрелка неправильно стояла на коробке. Но ничего страшного. А вот он, этот аппаратик, ребята. Зацените. Какая лютая и дерзкая вещь. Все, всего-навсего, видите, на столе стоит. У него тут поле обработки не сверх большое. Позволяет он не прям так уж много, но это, тем не менее, высокоточный фрезерный станок. Вот он, шпиндель. Смена инструмента тут вот такая простая. Раз. Написано Япон, японский шпиндель. А вот здесь, видите как. Очень быстро и легко производится замена инструмента. Так вот раз и зажимает. Я еще, честно говоря, не знаю, как здесь с цангами. Кубик уже стоит и должен вам намекнуть, что было вот это такое. Похоже на воск модельный. То есть очень твердый воск, который, в общем-то, наверное, можно даже потом выплавлять. Взять, попробовать к ноуту, может быть, его подключить. Посмотреть, что будет. Что-то я не вижу здесь никакого диска, ничего. Устройство USB не опознано. Короче, не получится сейчас ничего подключить, ребят. К сожалению, надо будет думать, надо будет что-то качать. Ну, а так вот маленький обзорчик. Здесь 3 стандартных оси по X. Вот, допустим, это X. Допустим, вот это Z вверх-вниз. Ну, а вот так Y. Так. И еще 2 оси. Вот это поворотная часть. Вон видно полукруг прослеживается. И вот эта часть, она поворотная. Может вокруг своей оси вращаться. Кубик. Это какое-то подобие тисков. Нужно какие-то приспособы, примочки туда. Можно даже обычные тисы какие-нибудь приспособить, маленькие, лекальные. И все должно работать. В шпиндель подается воздух. Я уже заказал несколько десятков фрез различных. Как они только придут, можно будет уже пробовать. Немножечко точить. Вот. Ну а пока, видите, моргает красным. Комп он не нашел. Его комп тоже не обнаружил. В общем, надо скачивать драйвера, скачивать программы и настраивать. Направляющие очень маленькие. Здесь ничего не защищено. Это, кстати, неприятный момент. Нужно будет усовершенствовать. Провел дома возле компа около 6 часов. Буквально не отходя от него. И уже получил кое-какие результаты. Значит, система здесь такая, ребят. Внутри установлен настоящий мини-компьютер, который работает на Linux и управляет всем вот этим делом. В него можно загружать программу. То есть вот тут есть вот окошечко. Можно выбрать файл вот с таким расширением. И уже можно начинать фрезеровать. В общем-то, уже можно начинать фрезеровать. Но есть кое-какие тонкости, кое-какие но, о которых я вам должен рассказать и все озвучить. Вот этот Pocket NC, он самой взрослой, самой суровой версии, пока что на данный момент, насколько я это понимаю. В итоге здесь установлен необычный шпиндель, который охлаждается от воздуха, в результате чего приходится постоянно тарахтеть компрессором. Это, я вам скажу, крайне неприятно. Надо с этим что-то делать. В общем-то, давление требуется небольшое, 1,5 атмосферы всего лишь. Может быть, есть какие-то компрессора низкого давления, которые быстро качают и в итоге быстро останавливаются. Это первый нюанс. Второй, то, что у меня, по сути, один размер фрезы. Но это не так страшно. Можно набрать разных вариантов. 3,14 миллиметров должен быть хвостовик, 1/8, потому что одна цанга. Здесь реализован интересный быстро зажимной разъем, раз и все, фреза установлена. Это, конечно, удобно.
С этим, думаю, проблем быть не должно. Ну а теперь о грустном, ребята. Станочек попался с каким-то нелепым дефектом, с нелепым глюком. В общем, кто немножко знаком с ЧПУ, знают, что здесь есть такая функция установка всех осей в ноль, то есть парковка в дом. Кнопка так и называется. Вот. При ее нажатии все оси должны возвращаться на свое место. Выглядит это примерно так. Сейчас я их собью. Это ось X, Y, Z, ось А и ось Б. Все, сбил все оси. Теперь они в хаотичном порядке расположены. Смотрим, что будет при нажатии кнопки «Домой». Вот так, раз, все. Сначала ось X пошла. Она самая длинная. Далее Y. Ну и все остальные. Видите? Все. Все припарковались в начальное положение, с которого станочек будет стартовать и фрезеровать какую-либо деталь. Но так происходит не всегда. Я надеюсь, вы заметили, в какую сторону все оси поехали. Это сюда, это туда, это вниз, ну а эти, короче, трудно заметить и запомнить, ну, тоже на свое место. В общем, если я его сейчас отключу от компа и обратно подключу, перезагружу, скорее всего, все будет совсем по-другому, все будет жестко. Он будет доходить до краев, резко ударяться, гудеть. Это просто боль, аж ноги подкашиваются, ребят. Это такая жесть, потому что станочек довольно-таки точный. Но у него есть глюк. Он начинает парковаться в обратную сторону, а в другой стороне нет датчиков. Я не знаю, с чем это связано. Практически всегда, первый раз, когда его подключаешь, с утра, например, пока он холодный, все нормально. Но второй, третий раз это уже воля случая. В итоге получается 95% он не паркуется. Вот так вот. Не знаю, что с этим делать. Поможет ли прошивка? Прошивка здесь. Вот, видите, как называется этот компьютер, на котором работает вся система. Ну, а вот его прошивка. Может быть, можно обратиться к разработчикам, узнать, как все это перепрошивается, либо это аппаратный какой-то глюк. Ну, вряд ли, маловероятно. Я думаю, дело в компе и в прошивке. Может быть, датчики как-то по-другому реагируют, но так работать нельзя, конечно. Я его тут вот постарался, для вас подключил, все, вывел в режим, так сказать. Сейчас все работает. И сейчас мы даже попробуем пофрезеровать. Надо мне лишь штуцерок выточить для охлаждения шпинделя. Потому что охлаждается воздухом и через вот эту приблуду, через фильтр и через редуктор. Вот, уже все подключено. Можно даже вставлять фрезочку. Сейчас надо какой-то брусочек сюда прикрепить. Это, кстати, тесочки, ребят. Такие интересные, видите? Они откручиваются. Можно прям непосредственно к столу что-то прикручивать. Ну, а можно тесочками. Они винтиком поджимаются. А здесь устанавливаются гужоны на некой определенной высоте. И можно делать вот так. Раз, взял и поджал. Все. Так как тут ребрышки от резьбы держится, все это дело довольно-таки прочно. Ну, воск я не хочу портить. Где я его потом буду брать? У меня всего лишь 2 кубика. А вот какую-нибудь деревяку мы сейчас пофрезеровать попробуем. Надо вот такого размера выточить. Здесь есть тестовый файл. Его и будем юзать. Вот он уже установлен. Так, все. Сейчас выточу штуцерок новый. Вот сюда, чтобы компрессор подключать. Потому что этот не подходит. Сейчас мы залезем в коробочку и посмотрим. Есть у меня какое-то чувство, что вот эти конические метчики, тут вообще пара, метчик, плашка, должны подойти по резьбе. Один раз уже не подошло. 2 раза не может не подойти. Ну, вроде бы подходит, ребят. Гляньте, я уже сколько закрутил. То есть, вот этой плашечкой я могу нарезать резьбу и делать штуцера. Без всяких проблем. Она дюймовая и коническая. Отлично. Сейчас будет небольшая токарочка. Все-таки пригождается инструментик, а? Классно.
Диаметр подходящий. По идее можно пробовать нарезать. Так, упрем задней бабкой, чтобы позиционировать. Сделаю маленькие оборотики. Думаю, все должно легко пройти. Маслицо специальное для нарезания резьбы. Можно с сальцем. Но тут маслицо, когда есть, можно и без сальца. Так, оп, оп, оп. Видите, частотник какая вещь? Уменьшил настолько, что аж уже станок могу в обратку провернуть. Все, резьба есть. Теперь делаю сам штуцер. Штуцер надо бы поточнее сделать, чтобы качественно защелкивался. Осталось проверить в работе. Будет пропускать, нет? Вроде точно все постарался сделать. Итак, воздух подключен. Можно немножко подать краником. Все, пошел шум из шпинделя. Вот откуда-то отсюда, ребят, с отверстия идет воздух. Пришло время испытаний полноценных. Нарезал 3 кубика. Из очень твердого дерева. Дерево, кажется, бубинга называется. Должно, по идее, довольно-таки неплохо обрабатываться. Но это мы сейчас проверим. Можно устанавливать в тиски своеобразные. Поджимается все шестигранником. Можно вот эти гужоны в разных местах вкручивать. И практически любых размеров заготовки делать. Так, ну что ж, вроде бы все настроил. Можно запускать. Все, пошел процесс. Ставлю наполовину оборотов, чтобы не горело. Ставлю примерно 30% по осям скоростя. И погнали, ребят. Так, пошло уже не туда оно, как я смотрю. Ничего себе, чуть не цепануло. Так, надо вытащить пока что фрезочку. Блин, а как же ее, а? Укоротил брусочек. Попробуем. Пока что пусть идет на базу. Начнем все заново. Вроде бы как жестко, ребят. Пробуем еще раз. Итак, смотрим за процессом. Процесс пошел. Держу руку на кнопке стоп. Мало ли, вдруг опять как-то не так здесь. Я установил. Так, фреза идет, идет. Оп, дошла. Так, ну пока нормально. И есть минимальный зазорчик. Сейчас остановится по центру. Надо будет фрезу чуть подвинуть. Все, пошел процесс, ребят. Ха-ха-ха. Смотрим. Цепляет уже. Опа. Ну, пылюги, конечно, много будет. Потихонечку режет. Сначала, конечно, сильно заглубилось оно. То есть, по идее, небольшая должна была быть заготовочка, чтобы с краев брало, а не заглублялось так жестко. Добавил оборотиков.
Жесть, вот это оно выходит. Ну все. Первая моя деталь, сделанная на ЧПУ станке. Внутренний кубик такой получился. Очень гладенько, очень хорошо. Фреза была одноперая. Фреза, по сути, по алюминию. Думаю, если б я алюминиевый кубик вот такой вставил, то вот эти движения не получились бы. Видите, выход какой жесткий из дерева. То есть изначально нужен был маленький кубик. Вот такие дела. Ребят, ладно, у меня на этом все. Теперь надо постигать программы 3D моделирования. Сколько на это уйдет времени, неизвестно. Думаю, очень много. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Ух, станочище, видите, уже защищаю его. Потому что насыпется вот туда, прилипнет к маслицу. Ну, короче, надо защищать. Прям сразу. Все, пока, ребят. До новых встреч.